Срочно, секретно. Командующему Первым Украинским фронтом маршалу Советского Союза Коневу. 11 августа 1944 года противник при поддержке авиации предпринял наступление на Шидлов силами до 60 танков, включая неизвестные ранее тяжелые танки, и до 1000 мотопехоты. В течение дня атаки были отражены 112-й стрелковой дивизией. В тот же день противник предпринял охват Шидлова, пытаясь замкнуть кольцо вокруг позиций 112-й дивизии в районе Мокры. Под угрозой окружения дивизия отступила. Командующий 13-й армией генерал-лейтенант Пухов. Совершенно секретно командующему 3-й гвардейской танковой армией Рыбалка 11 августа в бою с частями 112-й стрелковой дивизии западнее Шидлова противник применил новые тяжелые танки типа «Тигр», которые показали высокую стойкость при обстреле бронебойными снарядами калибра 57 и 76 мм. По донесению командира истребительного артполка, бронебойные снаряды орудий ЗИС-2 и ЗИС-3 не пробивают лобовую и башенную броню новейших танков на всех дистанциях боя. Тем не менее, в ходе боя 11 августа артиллеристам удалось подбить до 3 новейших танков противника. Уязвимыми местами являются гусеницы, катки, ведущее колесо и орудие. С предельно малых дистанций возможно пробитие борта. Генерал-майор Крайнюков. Летом 1944 года Красная армия выбила войска гитлеровской Германии из Белоруссии и Украины и вошла на территорию Польши. Первый Белорусский фронт захватил 2 стратегически важных плацдарма за Вислой, южнее Варшавы. Соединения Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева форсировали Вислу в районе городка Бараново-Сандомирского. Им также удалось закрепиться на 2 чрезвычайно важных плацдармах. С западного берега этой реки открывалась возможность для наступления в центральные районы Рейха до Одера без больших естественных преград. Но заканчивались топливо, боеприпасы. Некомплект личного состава и боевой техники был катастрофическим. Отстали тылы. Штаб Объединенного командования Вермахта пришел к выводу, что вблизи своих баз снабжения немецкие войска способны быстрее восстановить боеспособность. Фюрер поручил группе армий под командованием генерал-полковника Йозефа Харпе использовать выгодный момент и организовать контрнаступление южнее Сандомира. Моторизированные и танковые дивизии Харпе получили приказ уничтожить переправы через Вислу и отрезать соединение Первого Украинского фронта от основных сил. Тогда измотанные, обескровленные длительными боями советские войска будут рассечены на несколько частей и уничтожены. Руководство Рейха рассчитывало нанести серьезные поражения Красной армии и западным союзникам, принудив их к подписанию мира на приемлемых для Германии условиях с сохранением части завоеваний. После неудач, лишивших нас почти всех захваченных на востоке территорий, нужно было в первую очередь отстроить укрепленные районы на востоке. Затем следовало восстановить оборонительные рубежи между этими укрепленными районами. Производство вооружений в 1944 году достигло рекордных для Германии объемов. Армия получала новейшие образцы военной техники, реактивные самолеты, баллистические ракеты, тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки. Многие из них не имели аналогов в войсках антигитлеровской коалиции. Для решения стратегической, важнейшей на этот момент задачи по ликвидации плацдармов у Сандомира группа армий под командованием генерала Харпе была усилена батальоном новейших танков «Вундерваффе», неофициально именуемых «Королевскими тиграми». Генерал получил редкую возможность взять реванш за тяжелое поражение в Западной Украине. Противоборство с войсками маршала Конева он воспринимал как личную дуэль военачальников. 11 августа немцы сокрушили внешнюю линию обороны и захватили городок Шидлов. Они понесли неожиданные и чувствительные потери от огня артиллерии, однако сохранили основные силы для продолжения наступления к Висле. Иван Конев рассчитывал, что стрелковые дивизии и истребительно-противотанковые полки удержат линию обороны у Шидлова.
Мощный танковый удар с участием королевских «Тигров» поставил войска фронта в крайне сложное положение. Вторую линию обороны в районе города Сташов составили позиции 6-го гвардейского танкового корпуса. Получив приказ о переходе к обороне, командир 53-й гвардейской бригады, полковник Василий Архипов, не мог скрыть от подчиненных своего разочарования. В первых числах августа танки 6-го корпуса были на подступах к Кракову. Польская земля под танком Архипова была самой западной точкой Европы, освобожденной Красной армией. Но приказ есть приказ. Задача не допустить противника к переправам имела высший приоритет. Два батальона Архипова, в которых на ходу сохранилось всего 8 34-ок, перекрыли дорогу Огленду-Сташов. Ровная местность не имела естественных преград. Песчаный грунт не позволил вкопать технику. Песок моментально обваливался в яму. Архипов приказал расставить танки и самоходки под защитой невысоких песчаных дюн, маскировать их стогами сена. Особую тревогу вызвало сообщение артиллерийских истребительных полков у Шидлова о бое с новыми «Тиграми». Информация поступила противоречивая. Снаряды советских 57 и 76 миллиметровых пушек даже с малой дистанции давали рикошет от брони. В то же время несколько «Тигров» выведено из строя. Неизвестно, от сквозного пробития брони, поражения ходовой части или собственных неисправностей. Поле боя осталось за противником. Осмотреть подбитые танки не удалось. Красная армия к лету 44-го не имела на вооружении достаточных средств для уничтожения новейшей немецкой бронетехники. Трагический опыт битвы на Курской дуге ускорил переход на средние танки с более мощным 85 миллиметровым орудием. Однако в 6-м гвардейском корпусе преобладали старые 34-ки с орудием калибра 76 мм. В распоряжении Архипова был лишь один новейший танк Т-34-85 под командованием младшего лейтенанта Оськина. Крупная бронетехника вермахта вооружалась 88 миллиметровыми пушками с большой длиной ствола. У королевского «Тигра», «Элефанта» и «Ягд-Пантеры» она превышала 6 метров. Высокая начальная скорость снаряда, скорострельность и бронепробиваемость делали встречу с тяжелыми панцирами и самоходными орудиями смертельно опасными. Предстоящее сражение под Сташовым должно было стать жестоким испытанием и для танкистов, и для командования, и для военной техники. Командование передало на усиление линии обороны у Сташова 2 полка самоходной артиллерии, а также 2 полка буксируемых полевых орудий. Дорогу Огленду в Сташов перекрыли 2 танковых батальона 53-й бригады полковника Архипова. От прочности обороны зависела судьба плацдарма и всего фронта. В бригаде никто не спал. Во тьме, особенно летом, далеко и хорошо слышно. А звуки, которые до нас доносились, говорили, что утром будет тяжелый бой. За передним краем противника, в стороне Оглендува, непрерывно и слитно, все приближаясь и нарастая, гудели танковые моторы. Накануне боя у расположения бригады была уничтожена немецкая разведгруппа. Взятый в плен фельдфебель сообщил настолько важные сведения, что Архипов немедленно собрал офицеров бригады. Со слов пленного, утром тяжелые танки совершат прорыв к Баранову. Немцы рассчитывают встретить противника на окраине Сташова, но не ожидают нападения западнее, ближе к селу Оглендов. Значит, там нужно приготовить сюрприз. Младший лейтенант Александр Оськин получил самое ответственное и, пожалуй, самое опасное задание – занять позицию у выезда из лощины. Его заигрывающая 34-ка откроет огонь первой, заставит немецкие танки повернуть. Танки и противотанковые орудия ударят немцам в борт. Архипов приказал молодому офицеру, когда в эфире прозвучит условный код 307-305 и вся бригада вступит в бой, немедленно уходить. Как только 34-ка обнаружит свое присутствие вблизи тяжелых танков, она станет легкой добычей. В ночь на 12 августа, как и всю предшествующую неделю, неподалеку грохотала артиллерийская канонада. К утру со стороны Оглендува донесся низкий рокот прогреваемых моторов. Наконец, из предрассветного тумана выплыли темные тени. Архипов стоял на башне своей 34-ки, сжимая бинокль. «Тигр» медленно выкатился из тумана. В сумраке он казался до невозможности огромным.
Архипов представил ощущение Оськина. Если парень сорвется, выстрелит раньше времени, тяжелых потерь не миновать. Как только головной «Тигр» поравнялся с засадой, прогремела пушка 34-ки Оськина. Издалека казалось, что по тяжелому танку выстрелил СТОП. Повторный выстрел поджег немецкий танк. Архипов тиснул тангенту рации и проорал в эфир: 307-305. 307-305! По немецкой колонне ударили десятки стволов. Камбрик увидел, что отчаянный младший лейтенант и не подумал уводить свой танк из самого пекла боя. 85-миллиметровая пушка продолжала бить в упор. Командирский Т-34 присоединился к уничтожению врага. «Тигр справа, 20! Короткая! Огонь!» Панцеры оказались под перекрестным огнем. 76 и 85-миллиметровые снаряды давали рикошет, срывали цемеритовое покрытие. Жестокие удары оглушали экипажи. От множества попаданий броня покрывалась сколами и трещинами. Вспыхнул второй тяжелый танк. Командир группы решил не испытывать судьбу и скомандовал отступление. Королевские «Тигры» попятились, буксуя на мягком песчаном грунте. Когда третья тяжелая машина получила пробитие борта, моторный отсек охватил пожар. В рассветном сумраке пламя над пятнистой броней полыхало особенно ярко. В паузе между боями офицеры выкроили время, чтобы осмотреть 3 подбитых королевских «Тигра». Что говорить, танк хорош. На нем была установлена массивная 88-миллиметровая пушка, к которой прилагался очень сильный боекомплект — 50 снарядов. Машина тяжелая, крупная, высокая. Участникам боя хотелось занести на свой счет хотя бы одного уничтоженного монстра. Каждый экипаж стрелял и попадал. Архипов тоже был уверен в своей меткости, но все 3 «Тигра» он записал Оськину. Младший лейтенант рисковал больше других и находился гораздо ближе к немецким танкам. Его 34-ка, вне всяких сомнений, уничтожила первого тяжелого панцера. Борта других были также пробиты снарядами калибра 85 мм. К полудню по линии обороны 2 гвардейских бригад удар нанесли основные силы 16-й танковой дивизии вермахта, что по первоначальному замыслу должны были устремиться в прорыв за авангардом. Со стороны Оглендува работала немецкая артиллерия. Снаряды рвались вблизи со все возрастающей точностью. Короткая! Когда вторая волна бронетехники приблизилась метров на 400, Архипов второй раз скомандовал 307-305. Самоходные орудия обрушили залп на танки. 34-ки сосредоточили огонь на бронетранспортерах. Со стороны Сташува подключились гаубицы. Когда до позиции бригады оставалась какая-то сотня метров, немецкие экипажи дрогнули. Танки остановились. Потом, яростно отстреливаясь, начали отползать на задней передаче. К ночи бригада захватила Оглендов, где впервые в руки бойцов Красной Армии попал неповрежденный королевский «Тигр», брошенный с мелкими неисправностями. Впоследствии он был вывезен в Москву и подвергнут всесторонним испытаниям. Потеря сразу нескольких танков вундерваффе без видимого результата, не считая другой бронетехники, остудила оптимизм генерала Харпе. Штаб группы армий доложил ему: у Конева на этом направлении ограниченные ресурсы. Перекрыть все пути к переправам русские не в силах. Немцы применили другую тактику. 16-я танковая дивизия и другие соединения одновременно нанесли несколько ударов, пытаясь нащупать слабые места в обороне. Танки, самоходки и бронетранспортеры двигались в обход населенных пунктов, по проселочным и лесным дорогам, чтобы обойти советские позиции с фланга. Войска маршала Конева могли ответить только маневром танковых частей, организацией засад и точечных контрнаступлений. К бою приготовился последний резерв 6-го гвардейского танкового корпуса, полк тяжелых танков ИС-2 и ИС-1.
На ходу остались лишь 11 Иосифов Сталиных, примерно половина штатного количества тяжелых танков в таком полку. Командир взвода танков ИС-2 гвардии старший лейтенант Владимир Клименков принял усиление — 4 34-ки. Им предстояло поддержать атаку стрелкового полка. Самое мощное в мире танковое орудие Сталина имело в боекомплекте всего 28 выстрелов. Массивные снаряды плотно заполняли тесное заброневое пространство. ИС-2 по массе был примерно равен «Пантере», но по лобовой проекции ближе к 34-ке. В движении с короткими остановками танк успевал произвести 1-2 выстрела в минуту, не более. Клименков условился с танкистами 34-ок. ИСы двигаются в резерве. 34-ки впереди в сопровождении стрелкового полка. Как только покажутся немцы, средние танки открывают беглый огонь из своих скорострельных орудий. Танки Клименкова вступают в бой последними, неожиданно для противника. На рассвете группа выдвинулась в направлении Шидлова. Гвардии старший лейтенант больше всего опасался засады, не обнаруженной разведкой. Но немецкие танкисты открыто расставили свои машины на краю деревни Зарос. Советские 34-ки маневрировали между фонтанов разрывов и лишь часто огрызались в ответ. Клименков скомандовал вперед только когда все танки противника оказались видны, а впереди четко обозначились приоритетные цели — 3 королевских «Тигра». Появление ИСов на поле боя стало для немцев неприятным сюрпризом. Весь их огонь перенесся на советские тяжелые танки. Клименков понятия не имел, с какой дистанции его бронебойный снаряд проломит лобовую или башенную сталь. Но мощная осколочно-фугасная граната с 3 килограммами тротила не будет потрачена зря. Короткая. Огонь. Гейзер земли поднялся у катка. Гусеничная лента лопнула. «Тигр» замер. ИСы продолжили движение. Каждую минуту 122-миллиметровые снаряды со сверхзвуковой скоростью обрушивались на немецкую махину, пока не нащупали сварной стык в броневых листах. Немцы попятились. ИСы, стреляя медленно и методично, неумолимо наступали. Они, только что уничтожившие королевский «Тигр», внушали ужас. На других участках 6-го гвардейского танкового корпуса противника поджидали небольшие группы и даже одиночные машины. ИС-2 гвардии старшего лейтенанта Василия Удалова оказался на линии удара группы танков, в которую входили 7 королевских «Тигров». Против одного столько же бронетехники, сколько под Сташевым против бригады Архипова и полка самоходок. Приготовив засаду в лесу у поворота дороги, где немцам не развернуться в линию, Удалов решил бить наверняка. С трудом сдерживая нетерпение, он смотрел, как исполинская туша подползает все ближе. Немец двигался настолько медленно, что даже упреждения не требовалось. Огонь! Из пробоины в бортовой броне хлестнуло пламя. Показавшийся у поворота еще один «Тигр» уже разворачивал башню в сторону танка Удалова. На такой дистанции снаряд 88 мм, как правило, пробивал любую броню. Но ИС-2 прятался за деревьями, что осложняло прицеливание немецкому наводчику. Entfernung 600 Meter. Hochexplosive bereit. Слева от деревни на удалении 300 одиноко стоящая береза. «Тигр!» Огонь! После каждой вспышки в кустах корпус «Тигра» крушила чудовищная кувалда. Тяжеленные снаряды ИСа врезались в него со скоростью вдвое превышающей скорость звука. Удалов видел, как за кормой второго подбитого «Тигра» немецкий танк разворачивается в обратную сторону. С такого расстояния его не достать. Но и упускать добычу не хотелось. Они вперед! Через кустарник и мелкие деревья ИС-2 выкатился на соседнюю проселочную дорогу. Вскоре показалась развилка лесных дорог, откуда должна была выехать отступавшая группа. Советский танк снова спрятался в растительности. Расчет оправдался. Как только длинный борт оказался в прицеле, оглушительно рявкнуло советское орудие. Здесь, у опушки леса, немцы имели возможность развернуться и всеми силами навалиться на одинокий танк, но не решились. Пожалуй, подобное случилось впервые с начала войны. Целая группа танков с 4 уцелевшими «Тиграми Б» предпочла уклониться от боя с единственной машиной противника. Экипаж Удалова в течение часа уничтожил 3 тяжелых танка. Ожесточенные бои западнее Баранова длились 4 дня с переменным успехом. Немцы смогли овладеть Сташевым, занять еще несколько населенных пунктов, но попытки прорваться к Висле окончились безрезультатно.
Всего на Сандомирском рубеже немцы списали в безвозвратные потери 22 королевских «Тигра». Остальные были эвакуированы в тыл, подбитые или нуждающиеся в ремонте. В решающих схватках с 12 по 14 августа ни один из советских танков не был уничтожен огнем их орудий. Неудачный дебют королевских «Тигров» на Востоке похоронил надежды на перелом хода войны с помощью новейшей техники. Красная армия и войска западных союзников численно превосходили вермахт, обновляли вооружение, а командный состав уже не уступал в квалификации генералам Рейха. Рапорты о неудачах под Барановым повергли генерала Харпи в недоумение. Численное и техническое превосходство должно было привести к победе. Он не учел множество деталей, включая особенности противостоящих сил и характер местности. По завершении сражения в Польше Харпи был снят с должности и отправлен на Западный фронт, где впоследствии сдался в плен американским войскам. Маршал Конев приказал развить успех. 16 августа 1-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Катукова нанесла удар на север с целью завершения окружения немецкой группировки в Сандомире. К операции присоединилась танковая армия генерала Рыбалка. Танкистам удалось объединиться с плацдармом 3-й гвардейской армии на левом берегу Вислы и окружить Сандомир. Остатки его гарнизона капитулировали после тяжелых уличных боев. Основная задача — захватить достаточную территорию для обеспечения устойчивости плацдарма — была выполнена. Войска фронта отразили все контрудары противника и прочно закрепили плацдарм, который имел в ширину до 75 километров и в глубину 60 километров. Наличие такого важного плацдарма обеспечивало нам возможность развернуть на нем крупную ударную группировку для последующего наступления на запад, в Силезию. Стойкость советских войск, даже истощенных месяцами непрерывных боев. Неудачное применение немецкой танковой техники. Причин было много, а итог один. В сражении на востоке Европы наступила оперативная пауза. Красная армия копила силы для решающего наступления от Вислы до Одера. Немцы исчерпали ресурсы для контрудара. В ставке фюрера повисла тягостная атмосфера поражения. Планы стратегической обороны разбились вдребезги. Уже не успеть перевооружить армию, не вступить в переговоры с западными лидерами с позиции силы. Все понимали — это конец.